Добрый день, друзья! В воскресенье вышло видео о моих орхидеях, которые выпустили очень много цветоносов. И это видео почти продолжение прошлого. Но затрону еще несколько нюансов и покажу вот такую орхидею с длинным цветоносом. И немного расскажу об удобрениях. Осенью мне задавали интересный вопрос. Орхидея выпускает очень длинный цветонос, и если его обломить, выпустит ли она много веточек? Эта орхидея мультифлора. Цветет беленькими цветами в мелкий-мелкий краб. И это именно та орхидея, которую я последнюю пересаживала из коры в керамзит. Она цвела великолепно в прошлом году двумя цветоносами, большие шапки цветов. Ссылочку на пересадку этой орхидеи я оставлю в правом верхнем углу экрана. И если найду видео, где я показывала, как она цветет в прошлом году, тоже вставлю небольшие картинки. И спрашивали, а стоит ли обломить цветонос для того, чтобы получить такое великолепное цветение. Я не хотела ставить этот эксперимент и вообще не произвожу таких экспериментов, но вот с этой орхидеей так получилось. Я ее сняла с полки для того, чтобы полить, и наш замечательный кот Юля подошел и откусил кончик этого цветоноса. Как же мне было жалко и обидно. Но что делать? Так получилось. Кот у меня не спрашивает разрешения, можно ли ему понюхать или откусить кончик цветоноса. Это было даже непредсказуемо, потому что коты к фаленопсисам вообще не подходят. А тут, видимо, ветка делала какие-то движения, и ему показалось, что это игрушка, и он даже не откусил, он надкусил, но цветонос был испорчен. Как все рассказывают, сейчас будет такое огромное цветение. Может, оно и будет. Может, через год, когда цветонос, я даже не знаю, что он сделает. Но он, этот именно цветонос, решил все по-другому. Он продолжил рядом из почечки растить. Я даже не знаю, это не детка, это просто пара листиков. Может быть, он и хотел вырастить детку, но у него не получается. Вот что из этого получилось. А цветонос как остался, вот такой длинный, так и остался. Больше ничего с цветоносом с этим происходить не стало. Но орхидея подумала и решила вырастить два новых цветоноса. Вот один, вот в пазухе растет второй. Поэтому не спешите удалять верхушку цветоноса для того, чтобы получить какое-то феерическое цветение. Ну а теперь давайте об удобрениях. Скоро лето. И летом орхидеи чаще всего заканчивают свое цветение и растут. У всех разные условия. Вот я всегда повторяю, у всех разные условия, у всех разная погода. И все знания об удобрениях, о жизнедеятельности, о росте орхидеи надо применять именно к своему региону. Но в любом случае летом световой день всегда длиннее. Поэтому орхидеи в жарких регионах так точно. Им хочется не цвести, а расти. Если на улице температура более 35 градусов, так они вообще останавливаются и в росте, и, конечно же, в цветении. Но если температура 25-27 градусов, орхидеи очень активно растут. И в этот момент их нужно удобрять. Обязательно удобрять. Я использую, не раз уже показывала, удобрение акварин. Мне очень нравится.
равноценный состав азота, фосфора и калия плюс микроэлементы. И летом нужно дать орхидее расти, поэтому мы используем удобрения с азотом. А применение летом вот такого удобрения, как монокалий фосфат, практически бесполезно. В лето вы не заставите орхидею цвести. Она живет по своим правилам, и цветут они в основном зимой. И это удобрение, начало применения этого удобрения, ближе к осени, когда начинается разница температур между дневной и ночной, ну, по крайней мере, в моем регионе. А у нас это конец сентября. Вот тогда это удобрение оправдано. Тогда начинается активный выпуск цветоносов. И год назад я к этому удобрению использовала микроэлементы. И сказала, что я попробую, посмотрю и скажу, стоит ли это делать или не стоит. Я попробовала, мне не понравилось. Я перестала использовать микроэлементы, добавок к этому удобрению. Ну, цветение не было таким уж великолепным. Нормальное, обыкновенное цветение, как всегда. Что я их применяла, что я их не применяла. Но это было почти год назад. А в прошлом году я вот этим удобрением воспользовалась всего 2 раза в октябре. А удобряла у меня был еще растворин и акварин. В середине сентября даже с применением вот такого удобрения с азотом орхидеи очень активно начали выпускать цветоносы. Никогда не надо забывать о погоде. У нас действительно в прошлом году, в сентябре, была более прохладная погода, чем всегда. И когда совпадают вот эти 2 фактора, орхидеи и даже с применением такого удобрения выпускают цветоносы и прекрасно цветут. И монокалий фосфат я использовала всего пару раз. Не получилось сделать так, чтобы конкретно этим удобрением проработать со всеми орхидеями. Но с применением такого удобрения тоже все прошло прекрасно. И зимой я увидела еще одно удобрение, тоже акварин, но цветочный. А удобрения с названием цветочное чаще всего бывают с большим количеством калия. И вот в этом удобрении 25% калия. Этот макроэлемент как раз нужен для цветения. И в этом году задумка такая. Сейчас я удобряю вот таким удобрением, а с августа перехожу на удобрение акварин, но цветочный. Здесь тоже есть азот, его 13%, фосфора 5%, а калия 25%. То есть я не буду применять монокалий фосфат, а буду продолжать применять удобрения с азотом. И посмотрим, что у меня получится в декабре или в январе, какое будет цветение. Ну а сейчас, в лето, мы ждем, как зацветут орхидеи после применения вот этого удобрения. Не забывайте подписываться на канал Дзен, чтобы не потеряться. Ну и, конечно, на YouTube. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Вы сегодня не мешали? Практически. И Юлечка не мешал. Лаки уже на ручках.